Я не знаю многого про этот праздник, кроме тех нескольких вещей, которые я слышал от Шридара Махараджа. Одно из его высказываний было, что весной то, что раньше происходило весной, но каким-то образом переместилось на теперешнее время, это рассказывалось в тот момент, когда Махапрабху путешествовал по Южной Индии. В Брахма-самхите в 5 главе рассказывается об этом. Ему очень нравился этот праздник. И мы можем считать, что вся Гаудия Сиддханта содержится там. И что он любил делиться этим со своими самыми любимыми последователями. Поэтому много истин явлено в связи с этим. Многое скрыто, но часто это можно использовать как источник, абсолютный источник для того, чтобы извлекать истины Сиддханты. Некоторые высказывания настолько идеальны, что когда один джентльмен подверг сомнению аутентичность этих высказываний, сказав, что я подозреваю, поскольку эти высказывания столь идеальны, что Махапрабху их не нашел, а сказал сам. Если, отвечал Шридхар Махарадж, это сказано не Брахмой, а читанием Махапрабху, значимость этих высказываний не уменьшается, а наоборот возрастает. Как в Према-виварте поддерживается положение Бхактивинода Такура и Сарасвати Такура. Где высказывается дух, настроение Сарасвати Такура. Corroborates Srila Sridhar Maharaj's understanding of the teachings of Srila Saraswati Thakur, we suspect that he's written it. Так гениально высказано здесь внутреннее настроение Бхактивинода Шрилы Шридхара Махараджем, что я думаю, что это он написал эти строки. Sri Gauranamatam Srupa Viditam Rupagrajena Adritam Sri Radha Parasevanamrito Tadatam Isho Bhavan, identifying the gift of Bhaktivinoda Thakur to the world. Прославляя дар Бхактивинода Такура, то, что он дал в сознании Кришны этому миру. And he just saw the writing and said, who has written this? Goswami Maharaj said, Sridhar Maharaj. Когда Сарасвати Такур увидел поэму Шридхара Махараджа, он спросил, кто это написал. Госвами Махарадж ответил, Шридар Махарадж. Сарасвати Такур сказал, я не верю, это написал сам Бхактивинод, действуя через него. So, with regard to Durga Devi, относительно Дурга Деви говорится следующее. She is in this world, a В shadow этом мире она representation теневое представление of the Hladini Shakti. Хладини Шакти. And on this point, we may mention, according to Bhaktivinoda Thakur, И относительно этого Jaiva Dharma, jivas are высказывания atomic мы chit, можем посмотреть на Джайва Дхарму Бхактивинода Такура. units of consciousness, atomic chit. That Дживы — means это атомы, Hladini частички Shakti, чит, comprised of chit Shakti. Jivas are чит-шакти. have all the inherent qualities of chit Shakti. Дживы обладают всеми качествами чит-шакти,
minute magnitude. Но Therefore, they're величина, объем присутствия этих качеств в них крайне незначительно, очень мало. Or Durga Devi, if you will. Поэтому они могут быть захвачены Майей или Дурга-Деви, если назвать ее по-другому. Sambandhagyan, Bhakti Siddhanta Acharya, Srila Sanatana Goswami, Bhakti Siddhanta Acharya, Srila Sanatana Sabhu, etc. But in Mahaprabhu's teachings to him, when Sanatana says, Kayami Kani Amoy Jodi Tabi Troy, когда он спрашивает Махапрабху, Iha Nahi Jani Kamone Hitohoy, who am I? Кто я? Why am I suffering from the threefold miserable Почему я страдаю от тройственных страданий этого мира, невзгод этого мира? Daivika means natural disturbances. What insurance policies they sometimes call acts of God. Природные катастрофы, что иногда в страховых полисах указывается как деяния Божьи, под которые страховые случаи не подпадают. Mahaprabhu tells Sanatana Goswami, Махапрабху отвечает Санатану Госвами, Jive Swarupai Krishnera Nityadas. We think, oh, we've heard this so many times. Мы думаем, мы слышали это высказывание так много раз. Оно такое простое. Not properly grasping the import Но люди неправильно воспринимают то, что старается передать это высказывание. Они спекулируют писаниями Дживы Госвами и так далее. Все эти переиначивания — это просто ментальная мастурбация. Они не имеют никакой связи с Севья Маока Локой. About this, that, and the other thing. Right? Srip Damodar says, Bhagavata Parodiya Bhagavata Stane. If you want to understand Если вы хотите понять Бхагавату, философию Бхагаваты, you have to learn it from the person Bhagavat. То вы должны учить ее от личности Бхагаваты. Personify тот, кто олицетворяет, является личностным воплощением этого учения. Если есть Махабхагавата, то вы должны предложить себя в служении такой личности. As you feel compelled to offer yourself to them in service. That's the only natural response. Если у вас есть желание посвятить себя служению им, это единственная естественная реакция на это учение. You're irresistibly drawn to offer yourself, not to try and consume. Вас неудержимо тянет посвятить себя. Or use some superficial aspect of Krishna or Krishna consciousness for your amusement. Or to your advantage, не использовать какие-то аспекты сознания Кришны не для того, чтобы окружить себя постерами или музыкой, связанной с сознанием Кришны. Я выжигаю благовоние очень высокого качества, полученного от Премджи. That's what it's like. That's why I mock it. It's like that. It's the same thing. Эти явления не имеют большой разницы. Это like the people play air guitar. They're not real guitar players. Это воздушный баджан, как игра на воздушной гитаре. So this is air bhajan. There's nothing there. В нем нет никакой сути. They're dancing in the dark. Они танцуют в темноте. The darkness of ignorance. В темноте невежества. So what does Mahaprabhu say? В отсутствии самбандагьяна. The eternal swarup of the jiva is Вечная сварупа дживы — это Кришна Дас. Означает слуга любви. It's not something you become, it's what you are. Это не то, кем ты становишься, это то, кем ты являешься. Forgetful of that, you're dreaming you're something else. Забыв об этой своей природе, ты воображаешь себе что-то другое. There's
at the universities, at least in America, в университетах, по крайней мере в Америке, you have these clubs, like sorority, fraternity, but then you have just some like out-and-out weird clubs, especially in California, or secret clubs. Есть клубы, общества, а есть также странные, закрытые, тайные общества. On that day, after the ceremony and everything, Итак, когда они выпускаются в одном из этих клубов, они обходят Беркли. His nickname is Berserkly. Some unusual folks. But so they go in single file. They wear crazy masks and stuff, and they sing this Они song. носят безумные маски и row, row, row your boat. И поют песню «Греби, греби» на своей лодке. Merrily, 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 merrily. And then they hit the last line. Life is but a dream. And they do it over and over again until they circumambulate like a certain area of Berkeley. И они поют эту песню, обходя определенный район Беркли. Now you can go out into the world. И теперь они считают, merrily, 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 life ты готов is but a идти в мир. dream. Но вот эта последняя строка, которую они поют, лишь мир лишь сон. Forgetfulness of the lotus feet of Krishna and service to the lotus feet of Krishna. В забытии о служении, в забытии о лотосных стопах Кришны. But on account of atomic magnitude, they can be overwhelmed by the deluding potency. Но в связи с тем, что so we hear, объем их врожденных качеств невелик, они могут быть Sati. захвачены Which one is it? Дурга-деви. Devi. That's why there's so many names. You know, вот почему так много имен Деви. В Вайшнаве это также имя Деви. Many different names. Different aspects. Это разные аспекты, разные стороны. So if как у женщины есть разные стороны личности. Dimensional. Again, Brahma Samhita. И опять же, что говорится в Брахма Самхите? Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabhis Tabirya Eva Nijarupataya Kalavi Goloka Eva Nivisat Akilatma Bhuto Govinda Maripurusham Tamaham Vajami. As Krishna expands and extends, Radharani expands and extends. Кришна распространяет, являет себя в разных формах, таким же образом и Радхарани являет себя в различных личностях. Лакшми принадлежит Вайкунхе. And then Braja Gopi is highest. Браджа Гопи — это высочайшие личности. There's Biraja, that Но также есть Бираджа, neutral plane. нейтральная территория. This world, the gods and goddesses. В этом мире присутствуют боги и богини. Шрила Сарасвати Такур напоминает нам, Дурга-деви также является Браджа Гопи. Думаете, она не знает, с чем мы соприкасаемся? Конечно, знает, но есть определенная сева. Она надзиратель тюрьмы. Это должность, спонсируемая государством. И она не думает, что это злые, плохие люди. Я буду всех держать в тюрьме. Кто-то может думать, как она может так думать? Майя стесняется явиться перед Кришной, потому что держать джив в заблуждении Майя сева. Кто-то счастлив придерживаться Майявады. Kalo Brahmana Rupina. I come as Shankaracharya and delude everyone. Я являюсь как Шанкарачарья и ввожу всех в заблуждение. Майявада — это скрытый буддизм. Who can do this kind of job? Кто может взяться за такую работу? Как сказал Гуру Махарадж, когда по поводу христианства, Христа и христиан. But normally, Guru said, when Christ looked at him, Гуру Махарадж сказал, когда Христос посмотрел на Иуду, Иуда пошел
после этого внезапно повесился на дереве. Но Шридхар Махарадж спрашивает, что было в этом взгляде Христа? Если вы очень продвинутый христианин, послушайте Шридхара Махараджа, вы многое узнаете. Иисус передает ему этим взглядом: прости то, как я использовал тебя. Он не Иуда просит прощения у Христа. Христос своим взглядом просит прощения у Иуды. Прости, что я использовал тебя так в своих играх. Твое имя будет опорочено навеки. Ни один родитель не назовет своего ребенка Иудой. Твое имя станет синонимом предательства. Прости, что я использовал тебя таким образом. Иуда думает, такое сострадание после того, что он сделал с ним, предал его за 30 серебряных монет. От таких переживаний он пошел и повесился. Это то, что мы можем извлечь из христианства. Но Дурга Деви настолько прекрасна, если вы посмотрите на ее изображение, небольшая сноска. Никогда не просите бенгальского художника нарисовать Радху и Кришну, потому что то, чем они занимаются день за днем, из года в год, они рисуют постеры Дурга Деви. Всегда есть исключения, но я говорю в общем смысле. Если вы посмотрите на типичный постер Радхарани и Кришны, нарисованный в Бенгалии, то Радхарани практически не отлично от изображения Дурги. Во время Дурга Пуджи открывают пандалы по всей Калькатте. Говорят они, что переводится как «Слава матери Кали, я из Калькутты». There's one Indian lady disciple is very dark because one day Gurudev said to me, индийская последовательница Шрилы Гурудева, про которую Гурудев сказал, она очень похожа на Ма Кали. So in Bengal, sometimes people like to think Kali, like Kali, Ma Kali. Иногда в Бенгалии с особым оттенком произносят Ма Кали. And I would see her. We know she's black, the red tongue sticking out. Что она черного цвета, все время с высунутым языком, garland of heads, с гирляндой из голов. And all the Bengalis look at her and go, Ma. Но все бенгальцы так мило улыбаются. Oh, very fearsome figure. Мать. When they see, they get a tear in their eye. На их глаза наворачиваются слезы, когда они смотрят на ее изображение. Каждый бенгалец любит мать Кали. We have some lines of a song. Jai Ma Kali, Kolkata Wali, every Bengali loves Ma Kali. У нас даже есть слова песни. Теперь. And you can too. Our agents are standing by phones right now, ready to receive your call. Сейчас наши агенты ждут у телефона и ждут твоего звонка. Ты можешь присоединиться к нам. You can. I mean, she sort of grows on you after a while. Ты можешь, но она изменит свое отношение к тебе через некоторое время в худшую сторону. I've seen Gurudev make a mistake and go like that. And I've seen Bengalis do it. Оговорился и сделал совсем как Макари. And where that comes from? И откуда идет эта гримаса? Во время битвы полубогов и демонов Макали впала в истерию и стала рубить всех без разбору, даже своих собственных слуг. So only Shiva can stop her. She can't. И поскольку только Шива может остановить его, но она не могла узнать даже его,
своего собственного супруга. Поэтому Шива лег перед ней, и она рубила все, и вся махая мечами. И она посмотрела вниз, увидела Шиву и сделала ой-ё. Это эмотикон матери Кали, означающий «упс». И вот что остановило ее. Вот таким образом она прекратила бойню. Сати, после того, как оскорбили ее мужа, она сожгла себя, явившись как Парвати позже. Devi Bhav. Mahaprabhu, see, he starts off, it's a gradual, evolution means эволюция означает постепенный прогресс, постепенное проявление. Словами Гуру Махараджа. Он лишь кажется, что он является сыном, и он развивается и достигает какого-то положения. Махапрабху проходит через многие ступени Бхакта-бхавы в доме Чандрашекара Ачарьи. В доме Чандрашекара Ачарьи он является Деви Бхав. Он играет роль переодевшись в Рукмини. Кто-то видит его как Адья Шакти. Однажды, когда мы искали имена для посвященных, я сказал Говинди Махараджу: Адья Шакти. Как получается так, спросил я, что вы можете давать имена Деви, а я нет? Вайшнави имя Деви, Ашутош имя Шивы. Гурудев все время скрывал свою привязанность и любовь к Кришне, к Шиве, поэтому Ашутош и Умадов — это имена Шивы. Умадава. Есть Мадава. Дава — это муж. Умадава — это муж Ума. Гурудев обладал неудержимой привязанностью к Шиве, а Шива обладал такой же привязанностью к Шри Гурудеву, но мы не будем углубляться в обсуждение этих материй. Но когда Махапрабху предстал как Рукмини, мы знаем, что это одна из прекрасных историй. Он сказал: давайте играть. Давайте поставим спектакль. Потому что сознание Кришны также должно быть веселым. В доме Чандрашекары. Мы поставим пьесу. Я буду играть Рукмини. А потом он начал называть, кто кем будет Ачарья. А Двайта Ачарья говорит: кем я буду, кем я буду? Ты можешь быть кем угодно. Кем же мне стать? But then, and Mahaprabhu was saying, get all the female clothing. Потом Махапрабху сказал: принесите женские одеяния для каждого. In terms of inviting people, the only people can Но также он говорит: относительно того, кого мы можем пригласить, можно пригласить лишь тех, чьи чувства абсолютно чисты. И Шриваса Двайта Ачарьи после этих слов очень огорчились. Махапрабху говорит: что такое? Ну, понимаешь, ты сказал, что могут пойти только те, у кого чувство полностью под контролем, так что мы не сможем прийти на премьеру. Махапрабху сказал: Адвайта, Шривас, Махавишну и Нарада. Если вы не можете прийти, тогда кого мне пригласить? Кто может погнать? Ну, пойти. Вот каково умонастроение преданное. Я настолько могущественен, я соблюдаю целибат уже 6 месяцев. Что не подвластно мне? Махапрабху says, they're not budging. It's not just a show, then they're easily convinced. No, they're real. That's our position. Их очень легко обратить. Таково их положение.
Но как же иметь с ними дело, думает Махапрабху? Я наделю тебя особой силой, полномочием, что на время представления ваши чувства будут под контролем. Они очень обрадовались этому. И так все было устроено, и Адвайта бегло танцевал. И спектакль начинается. Кто сидит в аудитории Малини, Шачимата, открывается занавес. Харидас Такур выходит в роли полисмена с усами. Look sharp, everyone. He's like guard, you know. He's saying, I just went to Будьте настороже, сказал. Я только что пришел с Вайкунтхи. Be like, don't fall asleep. Stay awake. Ни в коем случае не засыпайте. Очень внимательно следите. Сегодня будет распространяться Кришна према, так что будьте в сознании, будьте настороже. Тут выходит Шривас Такур в виде Нарады, в роли Нарады. Харидас Такур спрашивает: Нарада, откуда ты пришел? Я только что с Вайкунтхи, правда? Да, там было пусто. Ты шутишь? Не. Он говорит, я только что пришел с Вайкунтхи, но там никого не было. Шачимата шепчет Малине: это твой муж на сцене? Да. Он так похож на Нараду Муни. Тогда Сачи Деви впадает в экстаз и падает в обмороки. И всем приходится омахивать ее и возвращать в сознание. Возвращать сознание Кришны. Да, говорит он, Вайкунха пуста. Потому что Нимай Пандит явился в Навадвипе. Vaikunteshwar. That's a Chaitanya Bhagavat type expression. Это выражение читания Бхагаваты. Вайкунтха Эшвар. Curtain opens, and и вот everyone открывается is занавес, they see и все в шоке Nimai от Pandit зрелища открывшегося. Они видят Нимай Пандит в одеждах Рукмини, и он не отличен от Рукмини, и сидит на полу, и своими лотосными пальцами пишет что-то. Что-то пишет на песке, и слезы струятся по его лотосному лицу, и они становятся его чернилами, и ими он пишет шлоку на земле. It's Rukmini writing a letter to Krishna, Рукмини пишет письмо Кришне, приглашая его, прося его похитить ее. As a side point, в качестве сноски отметим, я рекомендую это всем страждущим сознание Кришны. Когда вы окружены кармическими обстоятельствами и не видите пути спастись, бежать, обратитесь к Кришне или к одному из его агентов украсть вас. Это мое публичное заявление. Наши операторы ждут у телефонов и ждут вашего звонка. Стоят у телефонов и ждут вашего звонка прямо сейчас. 1-800-Sadhu-Sangha. 1-800-Sadhu-Sangha. So, and Shubhagunan Bhuvana Sundar. Hearing about you, I can understand you're the most beautiful thing in the world, and I now understand why we're able to hear. И теперь я понимаю, зачем нам дан слух.
Nirvishakarna vivarai haratonga tapam. And now the suffering of the world doesn't matter. Страдания всего мира теперь, причиняемые миром, теперь не играют для меня большой роли. Видя тебя, божественную форму, которая проявляется из описаний твоей личности, теперь у меня есть все. Как самадхи шлока из Гиты. Nanyate nadikam tataha yam chapram labham yam chapram labham manyate nadikam tataha. There's a word missing, but same thing. When you've got, я забыл одно слово, но что говорится в этой шлоке? Обретя Кришну, тебе уже не будет нужно ничего больше. Старайся достичь того, достигнув чего, ты обретешь все. Если существует такое явление, то я буду стремиться к нему. I'm shamelessly inviting you to do this. Бесстыдно я прошу тебя свершить это. Is the absence of Мансуньята — это отсутствие стыда. Or ego. Trying to defend one's self, one's reputation. Или это может означать отсутствие эго. Why? Отсутствие заботы о своей репутации. This world is meaningless. In the ultimate. Почему? Потому что этот мир бессмысленный. В абсолютном смысле здесь, в этом мире нет ничего основательного. Он исчезнет бесследно. Ozymandias, I am the mighty Ozymandias, look upon my kingdom, be mighty with despair. Я великий Азимандий, оглянись и удивись моему королевству, а все, что видишь, лишь пески пустыни и ничего более. Он проявится, исчезнет, проявится, исчезнет, как волны накатывают и уходят. Сезоны сменяют один другой. Планеты вращаются, вселенные кружатся. Мир движется. Есть две похожих истории. Два похожих рассказа. Однажды Ревата Махарадж захотел увидеть Брахму на Брахмалоке. Он хотел найти достойного мужа для своей дочери Ревати. Были два танцора, божественно известных как Ха-ха и Ху-ху. Я знаю, что это найдет отклик в нашей китайской аудитории. Chinese censors are deciphering that now. Китайские слушатели, китайская прослушка сейчас пытается расшифровать наше послание. That is their names. Ha-ha and hoo-hoo. Вы смеетесь, но это их имена. They're good singers and dancers. You know, singers and dancers always have some. I mean, is Lady Gaga funny? What about Они очень красивые. Смешна ли Леди Гага? Same thing. Она, по-моему, не сильно отличается имя. Ha-ha, ha-ha, hoo-hoo. What's the name of that Chinese comedian? Как зовут того китайского Fan Bing Bing. комедианта? Fan Bing Bing. Bing Bing. Ha ha and hoo hoo. Still, you laugh. Тем не менее, вы все еще смеетесь. So Revata Maharaj went there with Revati. Итак, Ревата Махарадж пошел туда вместе с Ревати. When ha ha and hoo hoo, don't laugh. Когда ха-ха и ху-ху, не смейтесь. Когда они закончат свой танец,
Очень важно, чтобы Ревата Махарадж не смеялся. Когда они закончат свой танец, мы сможем поговорить. Итак, когда их танец завершился, несколько сотен тысяч лет прошло. Так бывает на Брахмалоке. При перемещении через мирами происходит скачок времени. Небольшая разница во времени. Иногда я шучу самосмейки. Однажды некто пришел к моей матери. Я очень часто передвигал огромные вещи. И они услышали, как что-то происходит в подвале. И этот посетитель сказал, что там происходит? Это мой сын. Что он делает? Он с кем-нибудь? Нет. Он веселится сам собой, сам по себе. Итак, прошло все это время, и Брахма говорит, чем я могу помочь вам? Но вообще-то я пришел искать хорошего мужа своей дочери. Но она была в Трета-юге, а сейчас Двапара-юга, и она ростом 17 футов. Это примерно 6 метров. Она ростом 6 метров. Это средний рост девушки кшатрийского сословия в ту югу. Брахма говорит, позволь мне подумать пару минут. У меня есть неплохая пара. Баларам. Баларам единственный, кто может быть ее мужем. Но рост Баларама примерно 5 метров. Но когда они встретились, он просто чуть-чуть сжал ее. Он же Баладев. Немного гравитации в помощь. Он придал ей нужный размер. Но она была очень счастлива. Итак, к чему я это сказал? Я говорил о том послании, что обрети то, обретя что, ты получишь все. Но без стыда, оставив стыд, она говорила это, и Махапрабху писал эту шлоку своими слезами, и все преданные плакали от переживаний Кришна Према. Но также там были явлены различные игры, когда он представал в виде Адья-шакти. Первоначальной шакти. Но для каждого это значило свое. Каждому это представало своим образом. Но всегда невообразимо прекрасно. Кришна, олицетворение экстаза, слышим мы часто. Но также он может взаимодействовать или раздавать огромное количество видов нектара. Шанта Дася Мадхура. Но Мада говорит, есть вещь, девата вещи, гуру, Баладев. Но Гуру Махарадж сказал, я говорю совершенно по-другому. Есть Рада Кришна, потом идет Баладев, потом Гуру Татва, потом Девата, и только потом вещь. Такова субъективная эволюция сознания. На самом деле, источником не только является Мадхура раса, но Паракия. Это источник всего и вся.
Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitavis Tabiri Eva Nijirupataya Kalavi. Where are they all expanding from? Откуда они все являются? Who are not married. Радха и Кришна, которые не женаты. Все исходит из паракия бхавы, из паракия расы. Это субстанция, наделенная наибольшим вкусом. Махабхав Сварупини Радха Такурани. Она обладает этим. В то время как зрители смотрят это представление, кто-то видит Радхарани, кто-то видит Лакшми Деви, Махалакшми. Иногда Махапрабху начинал дико хохотать, и они видели Макали, кто-то видел Дургу Деви. Они видели полный спектр представления Деви. Вот почему Кришнадас Кавирадж описывает это двумя словами. Деви Бхав. And who's Devi? Chayeva Yasya Bhuvanani Bibarti Durga. A shadow. Теневое представление. Прекрасное. And, exquisitely, inconceivably beautiful. Невообразимо. Прекрасное. When I say shadow, you go, oh, you mean like the one on... No, it's an теневое example. Представление. Вы имеете в виду, как вот эта вот безликая тень? They're full-blown Нет. personalities. Они полностью развитые личности, но в сравнении с оригиналом это лишь теневое представление Чит-шакти. Хладини Шакти. And it's necessary, like Guru Maharaj said, for Chet Jagat, Achet Jagat, the conscious world, the unconscious world. Есть мир сознания и мир материи, бессознательный мир. Если служители мира сознания хотят отправиться в материальный мир, тогда должна присутствовать теневое представление, чидабас, что сказано в одной шлоке Брахма-самхиты. Это своеобразная игра теневое представление. Поэтому Майя Деви описывают как надзирателя, тюремного надзирателя. Тогда давайте поклоняться Дурга Деви, она может выпустить нас. Да, это истина. Некоторые ступени. Или удовлетвори Дурга Деви, тогда тебе дадут пост тюремного надзирателя. И это тоже правда. Chayeva Yasya Bhuvanani Bibarti Durga. Forget the next line, but it's basically saying, but she works under the direction of Govinda. Но говорится, она работает под покровительством, по повелению Говинды. Shankaracharya said, because obviously these Mayavadis, they don't get it. Что майявади они не понимают. Имеется в виду, что Bhaja Govinda, Mudhamate. You stupid asses. Он сделал все, чтобы майявади не понимали, но он говорит, тупорылые ослы, повторяйте имена Говинды. They carry a burden. So he's saying, you're carrying the burden. Потому что ослы тянут груз. Of the Vedas, Вы тянете груз You don't know what they mean. You don't get it. Вы даже не понимаете, о чем они говорят. Bhaja Govinda, Mudhamate. Sang prate, sang nihite, nahi nahi rakshati, dukrin karane. What do you think this is going to help you? Вы думаете, это поможет вас? Вы думаете, это защитит вас в момент смерти? Как Гуру Махарадж рассказывал про одного человека, что он был настолько санскритским ботаном, что одно из значений слова «бьягра» — это тот, кто просто нюхает. Но более принятое значение — это тигр. He's in danger. Поэтому, когда однажды была опасность нападения тигра, ему кричали «Осторожно, осторожно!» Но он сказал «Ничего, ничего». Он говорит
Это слово значит, что они просто подходят и нюхают тебя. Опасности нет, они просто понюхают. Но когда тигр его уже прожевывал, он сказал: я вспомнил, есть другой уровень толкований, что также они могут есть людей. Ты думаешь, санскрит спасет тебя во время смерти? Bhav means in your heart, not just like whatever you're thinking of at the time of death. То, что пребывает в твоем сердце. Famous modern writer has some guy не то, как сказал это современный писатель. He wakes up in a dream and he tells his wife, like, what if, because he's hearing a jingle for a commercial, and he goes, what if at the time of death I'm hearing, I love what you do for me, Toyota. Like that's the last thing I think of. Я услышу рекламный лозунг Toyota, который крутят в самолете. Not on a technicality. Я люблю тебя, Toyota. Не стоит сильно впадать в технические детали. Won't be able to remember. Saying, всю шлоку я не помню, но что она говорит? Mukunda Mala Stotram. Mukunda Mala Stotram Chandrasekhara. Krishna Tadiya Padapanga Japanjarantam Adeva Beshatini Manasa Raja Hangsa. May the swan of my mind take shelter in the stem of your holy lotus feet. Now, see, because at the time of я death, приму прибежище твоих лотосных стоп сейчас, потому что в момент смерти, saying all of my the three, what are they called? Elements. Три гуна, три элемента, из которых состоит мое тело, будут the lungs full of mucus, like I mean, if you're having the flu, из баланса, makes you feel like you're gonna die. Can you imagine what it's like when you're dying? Желчь. You probably wish you just had the flu. So he's saying at that time, будут затоплять меня. Как в этот момент я смогу вспомнить о тебе? So it's better. Right now, I'm поэтому лучше, если сейчас, когда я относительно здоров, чтобы не сгладить, to dedicate all my energy, посвятить всю мою энергию and focus on you, и сосредоточиться на тебе. And what is that in the Upanishad? Как это описано в Упанишадах? No, that's another one. But about remembering. Om Krita Smara Krita Smara Krita. I forget exactly, but in the Isha Upanishad. Выше Панишат есть шлока про памятование. Maybe I will forget you, my Lord. Быть может, я забуду о тебе, мой Господь, во время смерти, но, пожалуйста, ты помни обо мне. У меня есть вера в тебя, но я знаю, что я могу забыть о тебе. Но я верю в тебя, поэтому прошу тебя, помни обо мне в этот момент. So, Durga Gatim. Итак, возвращаясь к Дурге. Durgam patastat kavayo bidanti. The Upanishads say the spiritual path is covered with obstacles. Sometimes Durga means obstacle. Часто говорят, что духовный путь полон препятствий. Иногда Дурга переводит как препятствие. Durga Devi in that sense. Поэтому в этом смысле нам нужно преодолеть, пройти Дургу Деви. Как говорят, когда душа собирается выйти из материального мира, Дурга говорит: куда ты пошел? Она говорит: потому что я был твоим рабом, я ухожу, я устал от этого. Она говорит: ну подожди. А что если я буду не... Твои чувства не будут моими рабами,
А ты будешь Шивой, а я буду твоей супругой. Mainam tu Kriti Vidyam, Mainam tu Maheshwaram. And then you'll be the Lord, and I'll be Ты будешь господином, your servitor. А я буду твоей служанкой. Really? Действительно? Правда? Would I lie? Разве я солгу? Shiva wannabes. Те, кто хотят принять положение Шивы. That's what Guru Maharaj said. Jivas are Shiva wannabes. Как Гуру Махарадж сказал, что есть те, кто хотят занять положение Шивы. Вы можете занять положение Шивы, но вы никогда не примете, не станете принадлежащими к Шива Татве. Бхактивинод своего рода шутит в Джайва Дхарме, когда они обсуждают некоторые материи. Когда кто-то пытается узнать что-то про Шакти. Дурга Деви Ма значит мать. Но когда ты Батха Джива, Деви это мать. А когда ты получаешь освобождение, она становится твоей возлюбленной. Твоя мать становится твоей возлюбленной, когда ты получаешь освобождение. Ты становишься любовником своей матери. Обретя освобождение, я не думаю, что здесь все в порядке. Пока ты обусловлен, это мать. А когда освобожден, это уже любовница. Это иллюзия, заблуждение. Как Гуру Махарадж однажды сказал, однажды некто достиг такого положения, и Деви спросила его, что ты хочешь? Он сказал, я хочу нектара из твоих уст. Он ответил так богине. Она как-то носила его божества, которым он поклонялся. Как говорили, Шридхар знает все. Когда в Бенгале говорят пуджа, не нужно добавлять Дурга Пуджа. Когда они сказали, в прошлом году была отличная пуджа. Это не может означать ничего, кроме как Дурга Пуджа. Мы называем это Дурга Пуджа, они просто называют это пуджа. До сих пор это самый большой фестиваль в Бенгале. И по всему городу разворачивают пандалы. И в Дам-Дам-парке мы всегда смотрели трансляции. И у них происходит соревнование. Тот, кто будет лучшим, получит 1 000 000 рупий в подарок в качестве приза. Но также они очень профессиональны в том, что делают. Кришна Нагары. Причина, по которой они переехали, целая группа тех, кто занимается обустройством диорам, переехала в Калькутту. И они до сих пор живут там. Живут в одном и том же округе и делают мурти. Временные мурти. Но каждый раз я ходил и посещал различные мастерские, когда они работали над этими мурти. Но они настолько профессиональны, что каждый делал что-то уникальное. Вы увидите эту... Вы увидите это бенгальское понимание мира в их труде. Они верят, что она источник всего и вся. Поэтому обоснованно, по праву, она может быть выражена, она может быть представлена в огромном разнообразии образов. Но я не смог поверить в то, что построили они однажды. Они построили точную копию египетской пирамиды.
And so you could see, you know, I'm from the hood, 10-number tank, Dum-Dum Park. Like, this guy is okay. You know. They let me in. Но они пустили меня, потому что знали, что это посетитель номер 10 из Дам-Дам парка. И внутри была Дурга Деви, точности похожей на Клеопатру, со змеей и одеянием в точности Клеопатра, но Дурга Деви. А рядом Ганеша Картикея. Они выглядели как египетские министры. Это просто вынесло мне мозг. Я, конечно же, спросил у них, как у вас получилось. Мы взяли книгу, которую можно купить, например, National Geographic. Там была картинка, мы просто скопировали, но сделали ее Дурга Деви. Но они думают, конечно, она может явиться так, сяк, в любом образе. Вот почему китайские преданные, у которых есть гирирадж в Шэньчжэн, обязательно у него есть параферналия. Но позвольте ему играть в чайне с красными одеяниями, с золотыми украшениями и такой красной китайской шапочкой с китайскими свастиками. Ну, выглядит крайне мило. Он играет. Как Гурудев однажды сказал, божества в Петербурге, индусы были в шоке, когда увидели одеяние Шримати Радхарани как боярыни, или как коньки, одеяние так, как будто она собирается поехать кататься на коньках. Но это их игра. Поэтому, когда Гурудев видел изображение, картинки, одеяния, в которых они были похожи, как будто они из Индии, но также были картинки в одеяниях царя и царицы. Это повергало их в шок. Durga Devi. And I'll just conclude with this. Such a beautiful так, thing относительно Дурга Деви надо подбить итоги. 2009. То, что произошло в 2009 году, November, December, January, February, March, 5 months before Gurudev's disappearance. За 5 месяцев до ухода Шрила Гурудева, когда он был очень болен. And we know his affinity for Shiva, и мы знаем его привязанность к Шиве, матери Кали. Однажды он ехал в машине в Навадвипе во время тумана, и его водитель Джаядев, у него были очки в стиле стимпанка, похожие на 2 стекла от бутылок. And he has cataracts on his eyes, I can see that. А также у него была катаракта на глазу, и он был водителем. И в то утро было темно, а также туманно. Поэтому невозможно было видеть на расстоянии вытянутой руки. And then we're going to have a head-on collision. И вот мы чуть не столкнулись лоб в лоб. И я закричал: «Харе Кришна!» Radhe! And Gurudev goes, Jai Ma Kali! Кто-то закричал Радхи, а Гурудев закричал Джай Ма Кали. And the car goes, и машины разъехались плавно. Но одновременно все это каждый из нас сказал. Anyway, so what was I saying? Oh, so Gurudev were with him, and he's in a particular divine mood. Мы были с Гурудевом, и он был в определенном божественном настроении. Я посмотрел в окно и увидел огромную, красивую Дурга Деви,
спускающуюся по дороге. And it looked as if Durga И было Devi похоже, herself что Дурга Деви was сама coming for лично darshan являлась на of даршан His divine grace, Srila Его Bhakti божественной Sundar милости Govindadeva Шрила Бхакти Goswami. Сундары Говинда Дев Госвами That's what Махараджа. appeared to be happening. Говинда Махараджа. В I день watched своего the явления. children celebrate Rath Yatra in the neighborhood. Я видел, как дети по соседству отмечали They pull Радха-ятру. their carts to Они тащили свои the маленькие deity, повозки с божествами. Радамадана, Гуру Гуранга, Mohanju, then circumambulate the deity, Радамоhanju. then pull them out, and then and they have like a little kirtan or У них something. был свой небольшой киртан. And one little girl is going, and the И одна mother on the маленькая side, she's девочка pulling her cart, and like I went, везла just свою to her, I повозку. went like, oh, Jai Jagannath. Ее And she's like мама very как бы happy, and then I started watching. She goes, no, подыгрывая Shai, кричала Shai. «Джай Джаганат». And stops, and then she on the back of her cart, she pulls a little curtain, Она gives me остановила some свою prasad. повозочку, открыла Wanna give me занавески, some дала мне Jagannath чуть-чуть prasad, like, чуть просада, чуть-чуть Don't Джаганат just просада. go. Нет, не her просто mother's проходи. beaming. А ее мать была очень But довольна. around the corner, the rickshawwala kids, Но уже за углом I see, oh, they're playing too. я увидел, что 'Cause дети like on рикш тоже Shivratri, играют. they dress up like Как во время Shiva. Шиваратри, они That's like одеваются как Halloween Шива. for them, but they all Это dress как up Хэллоуин like Shiva. это как Хэллоуин для них. Anyway, I look carefully, I go, oh, Jai Я Jagannath. посмотрел, And I также look. прошел и It's a сказал Jagannath «Джай Rath Джаганат». Yatra chariot, Это but they've колесница got Ma Джаганата. Kali on the throne, and they're like Но на pulling троне у that. них And, you Макали, know, и они Bengalis, you тянут just can't change them. эту повозку, это бенгальцы, их Better не to just изменить. go with it. Лучше просто принять как есть. They got a little Devi in them. В них всегда сидит маленькая Деви. Waiting to be worshipped or to come out. Просто ждет того, чтобы ей It's fine, поклонились, it's wonderful. и она явилась. Bhakti Это Vinod также Thakur says in his замечательно. village, Бхактивинод Такур в своей they worship деревне, Chandi. в его деревне And поклоняются he Чанти. observed the Brahmins, И он сделал следующее They're very наблюдение. Браманы, like они the man on the очень... flight sitting next to me, and he goes, I see you're taking Ловкие. the vegetarian food, isn't it? Как однажды я летел в yeah, самолете, и мой сосед yeah, I'm сказал, taking я vegetarian. вижу, вы... I'm also taking. Oh, very nice. Вы едите I'm вегетарианский also обед. taking non-veg. Да, я тоже ем вегетарианский обед. Но также ем и не вегетарианский обед, Okay. сказал он. Ну, хорошо, сказал я. So Bhaktivinoda Thakur said, the Brahmins would make sure that they're in the at the Брахманы time of всегда the хотели puja, there's going to удостовериться, be что во время goats пуджи sacrificed. So there's going to были be goat prasad. So they don't были eat meat. But I'm жертвоприношения taking коз, prasad. чтобы был Understand? просад в виде козы. Я не ем коз, Like но Guru ведь Dev also после told таких the man who every жертвоприношений year обязательно he brings a останется goat to просад в be виде козы. sacrificed at this time to Ma Kali when Kali Puja. И comes каждый along. день, каждый год And then one Сарасвати year Такур he doesn't наблюдал, bring a как goat. как приносят And коз everyone's gonna для like, жертвоприношений. И однажды Baba, их не привели. No goat this year? И все так, как? And he goes, Нет коз в No этом году? teeth. Нет зубов, And сказал then, он. oh, that's why he's bringing the goat. А, вот почему он приводил козу. No Поняли teeth. все. Нету зубов. So he stopped bringing the goat because he can't eat Поэтому the он prasad. перестал приводить коз, потому что он не мог почитать этот Anyway, просад let's not get больше. into a whole thing about Но не Bengal. будем вдаваться в детали Gaudiya Desh. в Бенгал, But который there's называют some Гаудия bizarre Дэшем. Но также есть некоторый Wandering the hallways. туман, есть многие представления Different. и действия, которые мы можем увидеть. Totaram, does Babaji identified 13 Sahaja Как Sampradayas? Такурам Бабаджи There's now, описал 130. 13 That was at the time. апасампрадай, но теперь их 130. There's one, I don't want to conclude on this, but Я не there's хочу one делать group called заключение the на этой Guru основе, Prashadis. но Right? одну из них называют Гуру Прасади. Everything should be offered to the Guru first. Все right? должно быть вначале предложено Гуру. Правильно? Including your wife Включая on your твою wedding night. жену в день твоей свадьбы. And we're taking the prasad.
А мы просто почитаем прасад. The Guru Prasadis. Гуру прасади. One Indian man explained the Rasa Lila to me. Один индус объяснил мне Раса Лилу. I'm sure he did. Да, я не We're gonna meet сомневаюсь. for coffee. It's gonna explain more. Мы встретимся сегодня за I'm кофе, sure he и он will. продолжит объяснение. В этом я тоже не сомневаюсь. So, to mention, it's one needs to end on a sweet. Но обед всегда стоит заканчивать сладким, так что The sweet thing is that каплей нектара будет то, что Гурудев, он всегда знал про все это, про все эти явления. Как есть браманы с огромной тилакой, огромной туласи малой. Вы видите? And he's going, Jai, Nitai, go. And the fish tails like wag. Как на его столе Nitai, go runga. дергается хвост рыбы, и он, тем не менее, совершенно серьезно говорит «Nitai, go runga». So he knows all of those things better than we'll ever know. Он знал про все эти явления лучше, чем мы когда-либо будем знать. Бхактивинод Такур наблюдал столь много явлений, похожих на эти. Гуру Махарадж также. Один из знакомых Шридхара Махараджа написал мантру, просто чтобы оправдать мясоедение. And the Bhagavatam says, whatever learned Brahmins say, invariably is accepted as truth. They quote some scripture. Принимается как истина. Они добавляют санскрита, цитируют Писание. Как раньше я уже сказал, когда мы приходили в какое-то место, если они слышали что-то из шастр, они соглашались с этим. I'm very happy. And I go, which part did you like? Как я когда спросил, вы счастливы? Да, почему? Oh, the part you couldn't understand at all. The other part you could understand a little bit or not, but the part you liked the best was the part you couldn't understand at all. И она сказала про санскритское выражение, которое услышала. Она говорит, вот это, но ведь вы не понимаете, что говорится, да, то есть вы больше всего полюбили то, что на самом деле не понимали. Но здесь скрыты некоторые вибрации санскритских шлок. В то же время Гурудев, он рассказывал про то, как быть милосердными. Мы можем увидеть такое количество недостатков. Путешествие по Бенгалу или где-то еще. Они пребывают в положении тех, кто может сделать что-то существенное для мира, если пробудет свое истинное богатство. У них очень высокий уровень сукрити. Бхактивинод Такур сказал в вступлении Джайвадарми: во всей вселенной Земля особенно, на Земле Бхарта Варша особенно, Гаутадеш занимает еще более особое положение, Навадвип еще более благоприятное место. Чем уже аудитория, тем глубже смысл. Апаратха Баджан Пад. Место, где каждый может получить прощение своим оскорблениям. Шрила Гурудев в свои последние дни сказал, у каждого есть какой-то недостаток, в этом нет сомнений. Большой или маленький, не в этом вопрос. Но, сказал он, если кто-то обладает преданностью, если он исключительно посвятил себя служению, то стоит выражать почтение этому,
Недостатки не отменяют преданности. Преданность превосходит недостатки. Любовь скрывает недостатки. Любовь превосходит недостатки. Кришну не заботит внешние недостатки, но привлекает любовь. Однажды история про Бьяна, охотника, который ловил Индию, который охотился, и у него были весы для того, чтобы вешать добычу. И у них, в Индии, видно это и сейчас, у них есть какие-то камни, противовесы. И этот охотник использовал в качестве одного из своих камней шалограмма Шилу. Он использовал шалограмма Шилу для того, чтобы взвешивать окровавленные куски мяса. Брахман пришел и говорит: ты, болван, что ты делаешь? Ты отправишься в ад, в адские миры. Что такое? Заволновался охотник. Брахман взял шалограмму Шилу. Я постараюсь очистить. Я поднесу ему 16 параферналий, повторяю правильные мантры. Я надеюсь, каким-нибудь образом милостью его отменить те адские страдания, которые знают, ждут тебя, как следствие оскорблений. Поэтому он надел на него корону, флейту. Я не знаю, нарисовал ли он ему улыбку, но дальше он провел абхишеку, молоком, с мантрами. И очень самоудовлетворенным, довольным собой, он отправился ко сну. И тогда Шалограмм, божество Шалограмма, явилось к нему и говорит: ты, болван, даже не знаешь, что ты делаешь. Я очень недоволен. Ты достаешь меня своей пуджей. Ты не понимаешь, этот охотник, он мой великий преданный. Его преданность в его сердце настолько чиста и глубока. Сейчас он занимает положение охотника, но ты не представляешь, насколько счастлив я был качаться на его весах, как на качелях. Мы предпочитаем видеть эту историю таким образом. Какие бы ни были безумные, глупейшие отклонения, но все же у них огромный уровень сукрити. Как у западных преданных или людей, часто им бывает очень трудно понять некоторые моменты теистической культуры. Однажды я сказал кому-то, что рикша в Бенгалии, бенгальский рикша духовно более продвинутый, чем американский президент. Потому что они знают, кто такой Нитай. Они знают, кто такие Нитай Гора. И у него есть некоторая привязанность и любовь к нему. Какими бы недостатками он не обладал. Гуру Махарадж сказал, что отказ от секса, от азартных игр, интоксикаций и так далее. Как-то мы давали посвящение, и дело было в Европе. И дети в Европе учили в том месте русский. Поэтому мы говорили по 4 регулирующих принципа, это был искон. Not to meet, and everyone goes, yeah. You know, he goes,
Not to. Не есть мясо, все говорят, да. И так он назвал каждый принцип. Итак, 3 из 4 было названо. Not to black market. И во время 4-го... They start laughing. He goes, black market, okay. И во время 4-го он задумался и сказал, не продавать на черном рынке. В это время все засмеялись. Он сказал, что, можно продавать на черном рынке? Торговать на черном рынке? Oh, about rule mongering. Но вся эта суета по поводу соблюдения правил. In the heart, some sleeping, suppressed, в сердце дремлет что-то. Love and affection. Oh, so Guru Maharaj said, suppose a man has a bad habit of Гуру Махарадж как-то intoxication. сказал. Oh wait, no, he said, suppose someone perfectly follows all the regulative principles. Допустим, кто-то идеально следует всем регулирующим принципам. etc. Right? Like a 4 Mormon. основных и так далее. Как мормоны. Is the only person I can think of who might be Это doing просто единственный, о ком я могу вспомнить, кто следует. Because once someone came to me and said, Потому что однажды кто-то пришел ко мне и спросил, некто в Украине сказал, что вы сказали, что когда люди женятся, что незаконные половые взаимоотношения сужаются до круга твоей жены. Так спросил я, неужели они потеряли вдохновение от этого? Он говорит, нет, наоборот, это их вдохновило. Так вот, допустим, кто-то полностью следует этим принципам, но у них нет никакой признательности, они не ценят гурангу, вайшнаву. И другой человек, appreciation for Guru, Gauranga, Radha Govinda, Guru and Vaishnava, but has some bad habit который очень уважительно относится к гуру, or some bad гуранге, habit of whatever it is. вайшнавам, He said, но who он is in the предается superior некоторым, position? он It's нарушает the некоторые person who has регулирующие some connection принципы, and affinity, кто занимает Guru, Gauranga, Radha Govinda, etc. более предпочтительное положение. They have a bad habit. The other Пусть person, они as подвержены perfect плохим as they might привычкам, appear to be, doesn't но have a они connection with reality. They выражают don't have a clue. почтение и уважение гуру Гауранга, Рады Мадхава, гуру Вайшнава. Или те, кто просто следует принципам. Об этих материях можно говорить больше и больше, но на сейчас мы закругляемся. Куша Кратха Прабhu, который переводил все книги с санскрита. Однажды Прабхупад представлял своих преданных, и он представил того, кто переводил его произведение. В то время был я одним из преданных, занятым в делах издательства, поэтому у нас было отношение к себе как к особенным. Даже те книги, которые еще не были изданы или так и не издались, у нас всегда были ксерокопии их, и мы их все перепрочитали. Но нам нужно было совершать некоторое служение по храму, мыть посуду, прямо как здесь. У него посреди пены была табличка санскритом со шлокой. Я спросил, а что ты делаешь? Он говорит, я учу санскрит. Я говорю, действительно? Да. Я продолжал мыть. Но там говорилось, из 4 главы Бхагавад-гиты. Then I ran into him. He's passed away now, but I ran into him in Vrindavan like 10 years ago. Он уже покинул этот мир, но 10 лет назад я встретился с ним во Вриндаване. И он отсылал мне книги, которые он переводил. Он был очень крутым переводчиком. Я спросил его,
Что вы перевели? Все, ответил он. Like he couldn't find a book that he hadn't translated. Он не мог найти книги, которые бы он не перевел. Он был такого рода личностью. Иногда я что-то писал на английском и просил перевести это на санскрит. Что-то я писал для Гуру Махараджа или для Говинды Махараджа. Вы знаете, сказала ему, я рассказал преданным эту историю, как мы встретились, когда мы мыли котлы и вместе учили шлоки. And he joked and he said, yeah, he said, он пошутил в ответ, сказав, unfortunately, he said, there's only two positions. Да, к сожалению, было только, or pot washer. К сожалению, есть только два положения, которые ты можешь занимать: либо пандит, либо мойщик котлов. Oh, what I mean to say. So when he was getting initiated. Так вот, что я хотел рассказать. Когда он получал инициацию где-то в 1971, и ему нужно было сказать, произнести те принципы, которым нужно следовать. Так вот он забыл один из них. Прабхупад посмотрел на него и сказал, и еще? Which is your favorite one? Прабхупад сказал, и какой самый твой любимый? И он весь покраснел. Прабхупад, вы читаете мои мысли. Прабхупад сказал, какой твой любимый из них? Anyway, Hare Krishna, Jai Shri Gurudev, в любом случае, так или иначе.